Всем привет, ребят! Вы на канале Margolith Channel. Мы продолжаем проходить второй Silent Hill. Собственно, спускаемся еще ниже, в лифте, он же элеватор в этой игре. Собственно, наверное, как и в любом англоязычном описании. Ладно, не суть. Короче говоря, что, мы куда-то спускаемся. Куча дали патронов. Куда-то едем. Пока не знаю куда, но должно быть вау. Вау-эффект. Хоть шахта какая бесконечная. Там никто на меня нападал. О, приехали. Неужели? Здорово, ёпта. Угу. Я немножко помню эту локацию. Она очень длинная и запутанная. Если я не ошибаюсь. Здрасте. Ах, ну давай, кто быстрее? Да. Хорош. Там еще кто-то, еще третий. Все, я сейчас могу запутаться. Давай возвращаемся. Короче, я пришел вот отсюда. Сейчас вот эту дверь дернем. Блин. Вот эту дверь сейчас дернем. И это на особо, по-моему, это не дверь. Я не могу здесь пройти, затянутый через проход веревки. Можно попробовать, конечно, ножом, но это не работает. Не должно так. Да. Это Silent Hill. Тут все через жопу должно быть. Так. Бля, и тут не тупик. Ну, тут зато тупик. Откуда? С какой стороны он пойдет? Не видно же ни хера. Угу. Надо устранить шипение для начала. Что там меня бесит этот чувак? Вот он. Все, уже лучше. Так, еще одна лестница. Ну, это помесь какая-то с канализацией и этого. Блин, еще одна. Полезли туда, хрен с. Я думаю, это не очень выгодное положение. Хер его знает, куда я бегу. Это что, нож пирамид Хеда? Ну-ка, ну-ка. Тяжелое оружие пирамид голового. Сложно в использовании, но смертоносно. Круто, На всякий случай. Ну-ка, сейчас попробуем. Эх, замах какой длинный. Ну, давай попробуем им побиться, я не знаю. О, он с ним еле ходит вообще. Не, фигня какая-то. Хотя давай попробуем долбануть просто по этому.
Не, он с ним еле ходит. Не нравится мне такое оружие. Я не взял. Не знаю где. Угу. Таким образом я вернулся, короче. Ну давай тут спустимся. Я поднимусь, по идее. Угу. Ровно там и поднимусь. Короче, я по кругу пробежал. Там один выход. Давай здесь попробуем спуститься. Он не обращает на меня внимания. Давай, где он? Бля, столько патронов слил. Жопа. Плохо, когда они вдвоем, они же нападают и встают по очереди. Это кубик. Что-то надо с ним делать. Так сначала подойдем к нему. Че? Эй. Ага. Допустим. Да как-то можно прочитать, что с ним вообще мутить-то надо. Хер его знает, но такими вот прокрутами куба, по-моему, ты крутишь что-то. Что-то ты меняешь в проходах. Скорее всего. Это не дверь? Даже это не дверь. Ну давай покрутим. Все так зловеще крутится и трещит, то что непонятно даже. О, какие-то штуки появились на полу. Угу. Не знаю, тут скорее только рандомно, блядь. Можно накрутить себе что-нибудь. Допустим. Сейчас закрылось. Угу. А так будет дверь. Только с потолком вниз. О, что-то появилось.
Пошли, зайдем. Здесь меня там не убьют. Просто потому, что я и кубики так поставил. О, телочка. Маруся-то жива. Жива. Ну все знали то, что она жива. You're alive. Ты жива? Maria, Мария, я думал, что та тварь убила тебя. are you hurt bad? Ранена? Not at all, silly. Нисколько, глупыш. Maria? Мария. That thing. Эта тварь, она заколола тебя. There was Кровь была blood повсюду. everywhere. Я не видел ни капли. What do Заколола you меня? mean? О чем It ты? chased us to the Она elevator. гналась за нами до лифта. А потом... What are you talking Джеймс, о about? чем ты Just говоришь? before. Совсем Don't you недавно, ты не remember? помнишь? James, honey, Джеймс, did милый, something happen с тобой to что-то you? случилось? After we got separated После in того, that как мы long расстались в hall? том длинном коридоре? Are you confusing Ты me with путаешь меня с someone кем-то. else? You were always Ты so всегда был forgetful. такой Remember that забывчивый. time in the Помнишь hotel? то время в отеле, Maria? Мария? То есть это You said другая you took Маруся. everything. Ты сказал, что взял You forgot все, that video но ты забыл ту видеокассету, снятую нами. I wonder if it's still there. Интересно, она еще там? How do you know about Откуда that? ты об этом знаешь? Aren't you Maria? Разве ты не Мария? I'm not your Mary. Я не твоя Мэри. So, you're Maria? Так ты Мария? I am. Да, If you want me to be. если ты так хочешь. All I want from you is Все, an чего я answer. хочу, это твоего ответа. It doesn't matter. who I Неважно, am. кто я. I'm here for you, James. Я здесь для тебя, Джеймс. See? Видишь? Я I'm настоящая. Don't you want to touch Не хочешь me? дотронуться до меня? I Я не знаю. don't know. Схвати за Come сиську. and get me. Приди I и can't возьми do меня. anything Я не through смогу these ничего bars. сделать через эту решетку. Okay. Хорошо. Stay Оставайся right there. здесь. I'll be there soon. Скоро приду. По-моему, это последний раз, когда мы ее тут увидим. В целом. Ну-ка, еще раз вернемся. Будет она там? Да, сидит, скучает. Надо как-то, получается, за эту решетку зайти теперь. Я вот не знаю, стоит ли крутить еще раз кубик. Нет хода. Ход есть, да, но не то, что нужно. По нему что там, электричество лупит. Подожди. Там вот что-то искрит жестко. Ну, конечно. Кусачки взял. Кусачками можно, короче говоря, разгрызть проволоку. То, что там писалось. Возвращаемся к самому началу уровня. Надо только сообразить, где там находится. По-моему, не сюда. Да. Вот сюда куда-то. И потом поворачиваем. Нет. Тут тупик. Вот она проволока, короче. Давай кусаем ее, грызем кусачкой. Да, ёпте.
Нахрен мне эти заметки. Использую. Звук был не очень противный. О, он только один тут, да? Хорошо. Так, раз лестница. И два лестница. Лестнички-то бы главное не перепутать, конечно. Кстати. Где он? Где я очутился? Суки путают, вообще жесть. Мозгоеба. Самый натуральный. Так, значит, возвращаемся. Заходим вот на эту лестницу. Ну, хотя бы врагов, знаешь, 20 миллионов. Ай-яй-яй. Не успел. Говорила мне мама, вовремя перезаряжайся. Ладно. Пока пусть поживет, побегает. Надо вообще сообразить, блин, где я нахожусь. Так, окей. Сюда я поднялся, теперь налево. Потому что направо тупик. А здесь... Если будет респаун на врагов, считай, я запутался. Я пока, по-моему, только по этому шипению, блядь, ориентируюсь. Ну. Педики чуть не хуй дохнул. Бля, жопа. Почему так все запутано? И карты же нет, да? Есть что-то подобное какое-то. Какое-то подобие карты есть, но от него, блин, толку не очень-то много. Тупик. Ты все время примерно в одинаковых комнатах находишься. Так, там враг. Надо мочить его. Сука. Гнида. Взял и скакал. Надо добивать. Где он? Все. Хилиться, мне кажется, нужно будет. Лучше так. Потому что я могу просто потом забыть, использовать аптечку и меня загасит. Блять, еще один ход. Давай посмотрим сначала, что там. Угу. Тупик. Ты, получается, залезаешь в подвал, ниже подвала, потом чуть-чуть повыше на второй уровень, и вот так вот сверху вниз, снизу вверх. И... Тут можно очень долго бегать. На всякий. Я вот без понятия, где я.
Ни патронов тебе, ни хера. Бегай как хочешь. Ошиби. Где дробовик? Да, вот этой хрень долбанем по нему. Урод, блядь. Ну. Нет. Какой-то бред вообще. Что это? 90 патронов к дробовику. Приносим. Когда их набрать, кто успел? Что аж 90? Ой, не знаю, насколько меня покоцали. Ладно. Еще один ход. Ну, хотя бы единственный. Что-то я потерял надежду уже толстым боссом биться. Походу нет. Походу он будет где-то в другом месте. Тут будет другой босс. И он будет прямо сейчас. Ладно, пойдем. Нет, папочка, пожалуйста, не надо. Это кошмар тёлки, которая была в отеле. Это ее типа батя, который ее насиловал. Ну, отвали ты от меня нахрен. Надо убегать от него. Так дела не делаются. Да, блядь. Сука. Он меня заловил и отсасывает. Блять. Ладно. Окей. Эй. Угу. Короче, надо держаться подальше от него. С дробовиком наперевес, естественно. Бежим. Бля, попал. Нажимаю на все кнопки и... Отвали, чувак. Эй. Блять. Сволота. Пошел нахер от меня. Ну отвали уже. Собственно, я так понимаю, вот и весь босс. Are you okay? Ты в порядке?
Вот так. Angela, relax. Анджела, Don't follow me успокойся. around. Не командуй мною. Not trying to Я order не you. пытаюсь тебе приказывать. So what do you want? Тогда что then? тебе здесь нужно? Oh, I see. О, я вижу, ты пытаешься быть милым со мной, так? Right. I know what you're up to. Я знаю, чего ты добиваешься. Всегда одно и то You're же. only after one Вам thing. всем нужно только одно. That's not true at all. Нет, это совсем не так. To lie. Тебе не обязательно врать. Say it. Давай, скажи это. Or you could just force Или можешь просто меня заставить, избить меня, как он всегда делал. always did. You only care about Все равно ты заботишься только о себе. disgusting pig. Ты отвратительная свинья. Ее спасли, она еще выебывается. Сучара. Angela, Анджела, Touch me. не прикасайся ко мне. You make me Меня от тебя тошнит. Так поблюй что-то. Макака сутула. Не, ну правда, я ее, блин, от такого монстра спас, она выебывается. Могла бы хотя бы немножко благодарность You said проявить. your wife Mary. Ты сказал, что твоя жена Мэри умерла, верно? yes. Да, она She была was больна. Liar. I Лжец? know about you. Я знаю о тебе. Didn't want her around Она anymore. больше тебе не нужна. Ты наверняка нашел кого-то еще. That's ridiculous. Это смешно. I never. Да я никогда. Ну, вот как-то так. Ну, ладно, все, на выход. Если я не ошибаюсь, придется обратной дорогой идти. Кстати, я тут дергаюсь весь. Геймпад, в смысле, вибрирует. Я хоть правильно? Ну там да, вот там вроде по прямой он бежал. Тут это какая-то загадка, кстати сказать. Про висельников. Его лицо закрыто куском бумаги. На нем что-то написано. Этот человек обвинялся в поджоге. Правосудие и месть свершились. Поджог. Похищение. Тут что? Фальшивомонетчество. Наверное, забуду просто. Тупо последовательность забуду. А человек обнялся в воровстве. Убийство. Так, поджог. Фальшивого нет. Бля, я забыл. Мошенничество. А тут у нас что? Похищение. Поджог, похищение, фальшивомонетчество. Потом здесь у нас убийство. Нет, воровство, убийство и просто мошенничество. Убийство, мошенничество. Ладно, это надо помнить, по-моему. Что-то с этим нужно делать. Когда я успел карту взять, я не понимаю. Бля, все такое одинаково. Ты заходишь, короче, в один коридор, чтобы попасть во второй, такой же одинаковый. На дереве старом трупы висят. Сколько их скажешь ты нам наугад? 6 штук. Серые лица, черные языки. На дереве в вальсе кружат мертвяки. Первый из них убил мясника и на сковородке поджарил слегка.
Голодные гости то блюдо хвалили и даже добавки жаркого просили. Второй из веселой компании этой улыбки детишкам дарил и конфеты. Потом с детворою дворовой поладив, он их продавал отвратительным дядям. Другой же для храбрости принял на грудь, к соседям полез поживиться чуть-чуть. Это воровство. Но, будучи пьян, задремал на софе и следующим утром проснулся в тюрьме. Художник, талант принимая в расчет, решил написать в деньгах на тюрьму от фальшивомонечества. На горе банкира тогда замели, когда подождем, деньги вдруг потекли. Другой всем знакомым богатство обещал, кто уши развесил, с тех деньги соврал. Спрятал от всех свой запас золотой, вышел из дома и был таковой. 3 дома в деревне сгорели дотла, шериф заприметил в краях чужака. Его-то вину легко доказать, кто станет беднягу в тюряге искать. На дереве старом трупы висят, сколько их скажешь наугад, 6 футов длина и 6 шей ширина. И 6 шей ширина. Вокруг мертвяков завязалась петля. И чё? Что петля завязалась? Надо в последовательности какой-то их дергать, что ли? Не совсем понятно. А ее можно отпустить? Последовательность загадки что-то. Я не понимаю, мне нужно стиху следовать? Или там, как они висели? Убийство. Убийство. Это у нас... Блин. Такой длинный текст. Жесть. Ну, убийство, допустим, вот. Бля, хоть записывай. Это, короче говоря, будет мне коридор возвращать, да, все время? Угу. Ты не сможешь повернуть вентиль, пока не снимешь наручники. Наручники будут как раз после решения загадки с висельниками. Никак иначе. Бум-бум-бум. Вот тут вторая еще есть табличка. Только безгрешный сможет помочь тебе здесь. Ошибочно дерни петлю преступника, и твоя награда вернется к тебе в весьма странной форме. Ага. Надо невиновного, короче, петлю дернуть. Просто мошенничество или фальшивомонечество. Вот эту петлю. Или все надо дергать. Но вот здесь еще мошенник был.
Звуки, наверное, записывали, когда кожу какую-то дергали. Ну, на ботинках, я не знаю. Так, тут поджог. Поджог, потом... Блядь, я уже забыл. Все потянуть? Я не пойму, надо в какой-то последовательности их дернуть? Или только одну надо потянуть? Ну, если потянем. Нет, от этого толку никакого. Здесь, по-моему, они висят, да? Да. О, подожди. Ключ преследовал. Ключ, оставленный заключенным, которого казнили по ошибке. Странно, но я каким-то образом решил эту загадку. Тут больше ничего подбирать не надо. Бумага, закрывающая лицо трупа, лежит здесь. Ладно. Ну, коль все открылось, то чё ж нет-то? Я думаю, что должно все получиться. Бла-бла-бла, наручники. Давай скинем сейчас их. Все. Ключ. Поехали. По-моему, мне надо вот прямо возвращаться будет. Закрыто. Maria? Мария. Я наконец-то до нее Мария? добрался. Я уже немножко подзабыл про это. дело. Maria, no! Мария, нет. What happened to you? Что с тобой случилось? Why? Why? Почему? Why? Да кровью Мария пошла, чё? Чё так-то вроде давно уже завалили. Еще при царе Горохе, если она вообще существовала. Тут можно теории строить, блин, до бесконечности, наверное. Рожа у нее какая-то вся в экземах. Странно. Mary. Мэри. Так это Мэри или Мари? Чел что-то определиться не может. Че, выходим? Так, а теперь открыто тут. Ну, я думаю, то, что не должны нас сейчас гонять прямо жестко по этому. По всему обратно уровню. Как-то должен попроще быть выход. Аптека даже. Ни хрена себе. Спасибо. Кладбище. Сохранение. Это на что? Дробаш. Поменьше стали давать, я смотрю, эти патроны.
Пистолету. Больше к дробовику дают. Именно могильном камне. Слишком сильно стерто, чтобы прочесть. По-моему, тут, если я не ошибаюсь, есть какая-то могила, которая делает отсылку на 4-ю часть Silent Hill, The Room, которая... На могильном камне высечено имя Мириам Кей, предательница. Именно на могильном камне слишком сильно стерто, чтобы прочесть. Вот, тут Салливан, вот он. Это вот как раз чувак 4-й части. Патроны подпис. Нет, опять дробаш, смотри-ка. И еще вот здесь, да, патроны? Я же вижу. Это ампула. Ампула. Мне кажется, надо в какую-то могилу прыгать будет. Давай сохранимся. Здесь вот сохранение будет. Или в могилу надо прыгать, или... Эй. А еще раз. Пять часов уже наиграл. Круто. Круто и... Так, вот здесь еще надписи, кстати, надо прочитать. Что такое на могильном? Анджело Ороско. Здесь. Джеймс Сандерленд. Это его. Его зовут Джеймс Сандерленд. Это его могила. Эдди Домбровский. Эдди-то, по-моему, жирный. А вот это вот Анджела Росска, это тёлка. Прыгнешь? Да, конечно. Любителям, значит, поскакать вниз. В любых возможностях просто. Я не знаю, что сейчас будет, как бы я забыл совсем. Прошу прощения. Битва с боссом. Помню этого чувачка. Eddie, what are you doing? What does it look like? Эдди, что ты делаешь? А на что это похоже? Он всегда издевался надо мной. Ты жирный, отвратительный кусок дерьма, меня от тебя тошнит. Ты стажопый, ты ничего, просто перевод кожи. Ты такой урод, что даже тебя мама не любит. Что ж, возможно, он был прав. Возможно, и ничего, кроме жирного, отвратительного куска дерьма. Знаешь что? Неважно, умный ли ты, тупой, урод, красавчик. Все едино, когда ты мертв. И труп не может смеяться. Отныне, если хоть кто-то посмеет пошутить надо мной, я убью его. Прямо вот так. Эдди, ты свихнулся? Я знал это. Ты тоже. Ты такой же, как они, Джеймс. Эй, я ничего не имел в виду. Не утруждайся, понял? Ты постоянно смеялся надо мной, разве нет? С нашей первой встречи. Я убью тебя, Джеймс. Я помню, как этого клоуна валить. Нужна винтовка. Ее берем. Кстати, он, возможно, так просто себя не даст завалить, потому что с первого раза у меня его не получалось убить. Он дикий какой-то, он тебя валит там чуть ли не из 2-3 ударов. Ну, попробуем, что.
Так, стой, на паузу. Лишний раз лучше использовать аптечку, ничего там страшного нету. По-моему, я его не убил. Я не помню. Винтовка. Да, ну это я точно помню, то, что его надо с винтаря валить. Сколько по нему стрелять, не помню. Ну, вроде еще одна битва будет. Точно не знаю. Ну, будем пробовать, что сказать. Давай заходим. По-моему, тут конкретно надо его замочить. Ты знаешь, каково это, Джеймс? Когда тебя ненавидят, дразнят, оскорбляют просто из-за твоей внешности. После того, как ты был посмешищем всю свою чертову жизнь. Вот почему я убежал, когда убил собаку. Убежал, как испуганная маленькая девочка. Да, я убил ту собаку. Это было весело. Она пыталась вытащить свои собственные кишки наружу. В конце концов умерла, свернувшись в клубок. Затем он пришел за мной. Я тоже его подстрелил. Прямо в голову. Он ревел еще больше собаки. Теперь ему будет тяжеловато играть в футбол с тем, что осталось от его колена. Думаешь, это нормально убивать людей? Тебе нужна помощь, Эдди. Не строй из себя святошу, Джеймс. Этот город и тебя позвал. Ты и я похожи. Мы не такие, как другие люди. Ты не знал этого? Давай веселиться. Давай. Ах ты. Блин, не знаю. Ну ладно. Давай используем на всякий случай. Перезаряжаем. 2, 3, 4. Стоять. По-моему, я еще могу одну подачу пропустить. 1, 2, 3, 4. Стой. Так, вот теперь точно надо аптечку использовать. Перезаряжаем. Хорош. Почему-то мне он первый раз очень сложно показался, когда я проходил. Сейчас не знаю, гораздо что-то проще. Eddie? Да все, он испустил дух, так сказать. Я убил человека. Но он повернутый уже, он уже не жилец. Если вообще это не одно из воплощений фантазии Джеймса Сазерленда. Как и все остальные тут находящиеся. Мэри, ты действительно умерла 3 года назад? Did you really die 3 years ago? Не факт. Но есть такая фишка, то что он, теория, одна из теорий, то что он свою жену, на самом-то деле, она у него в багажнике. То ли это теория, то ли концовка, одна из концовок. Не помню. Ну все, короче, да. Теперь надо нам, если я не ошибаюсь, по сюжету плыть на лодке. Смотрим, сколько у нас патронов. 10 штук всего. Тут 108, ни хрена.
Ну, естественно. Естественно. Значит, сейчас что, на лодке, если я не ошибаюсь, мы добираемся до гостиницы, где он смотрит кассету. Там более-менее подробнее разъясняется сюжет и, по-моему, близко к финалу, если я не ошибаюсь. Ну, как сказать, близко. Относительно, конечно. Но гостиница одна из последних локаций, по-моему. На лодке надо плыть, если я не ошибаюсь, прям вот на маяк, на огонек. Я убью тебя, лодочник. Тарадан-тан-тан-тан. Я убью тебя, лодочник. Надеюсь, я плыву. Окей. Да. Вот, да, мне в отель. А где я нахожусь, я без понятия вообще. Где-то тут. По-моему, если просто плыть прямо, то должно вроде все получиться. Ну, плыть тут надо, по-моему, если я не ошибаюсь, безумно долго. Безумно скучно. Взяли бы, сделали, да, чуваки, блин? Вот у тебя есть хотя бы направление. Тебе должно к маяку. Ну, тут вот даже про маяк ничего не написали. Ну, там, то, что на свет надо плыть. Сколько бы тут плавал-то? Опять время охуительного геймплея. Там типа причала, пристани, что-то такое должно быть. Надеюсь, вообще в целом я плыву, потому что... Может быть, он делает фрикции, короче говоря. Но это никуда он не приведет его. Не знаю. Я пока никакого света не вижу. Когда первый раз проходил, по-моему, там он чуть ли через минуты полторы появился. Так что вообще не исключено то, что я сбился уже с курса. Да. Ощущение, что я в текстуры уперся. Потому что как-то лодку наклонил. Вместе с камерой. Ну тут просто не может быть прямо люто открытого мира. Когда-то я должен туда приплыть. Хотя не знаю, я просто вот держал вперед и все. Вот не посмотреть ни хрена. Куда, чего. Карта тоже адекватна. Хрен знает. Когда он в бок смотрит, он немножко разворачивается. В какую сторону?
Что-то мне сдается, я потерялся. Так-то можно и кругами тут плавать. Вот сейчас я немножко, получается, влево, если я не ошибся. Влево по курсу. И опять вот вперед плыву. Не знаю. Бля, пиздец. Как он так вообще эту херню придумал, блядь? На лодке плыть, когда ты вообще ничего не видишь. В какую сторону? Куда, блядь? Зачем? К чему вот это вот, я не понимаю. Тут же ни врагов не будет, ничего. Я вот не вижу никаких фонариков. Фонариков, маяков и так далее. Ух. Нашелся таки свет. Не прошло и полгода. Короче, лодка у тебя автоматически практически плывет. Не всегда. Хотя на самом сложном уровне тебе надо именно ее управлять. То есть будешь ковыряться. Тут уровень средний, так что с горем пополам нашелся путь, куда плыть, в какую сторону. Наконец-то. Да, гостиница, короче, это уже финальная часть, ближе к концу. То есть она будет большая, локация объемная, но тем не менее заключительная. Так что финал близок. За 3 года это место совсем не изменилось. Ну да. Ладно, сейчас, короче говоря, будем закругляться. Доберемся только до отеля, до входа в отель. Сейчас мы здесь осмотримся. Вон там, в форме птиц. Подожди, еще что-то есть. Что-то лежит, он туда зырит, прям я смотрел. Музыкальная шкатулка, русалочка. Я понял. Все, да? Тупик. Угу. Тут никак. Ладно, пойдем налево. Ой, направо точнее, от входа. Это центральный вход. Тут фонтанов нет, да, короче? Может, вход какой-то есть? Вход, фонтан. Да. Пусто. Ничего полезного в этом фонтане нет. Все, заходим. Ну, собственно, вот финальная лока. Жду тебя. Что это? Номер 312. Это номер, где Мэри и я останавливались. Мэри, ты там? Или, возможно, я взял карту отеля для гостей. Ну, не то чтобы прям там она.
Почти она там. Тут будет альтернативный отель и обычный. Собственно, докуда мы и добрались. Ладно, будем, ребят, на этом серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.